Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте. У меня в руках, Сергей, легендарное основание от фирмы «Доктор Диман». Ты спросишь, почему легендарное, почему не? Да потому что, посмотрев некоторые отзывы на английском языке, на немецком языке, различные сайты, многие называют это основание самым лучшим произведением фирмы «Доктор Диман». Ты можешь себе представить? Но знаете, что меня интересует? Что доктор как будто бы что-то скрывает, да? Он полностью так прикрыл боковую грань, чтобы мы не узнали, из каких слоев состоит это основание. Да, действительно, в своем ревью доктор говорит, что, безусловно, в этом основании кислоты. И еще один неизвестный слой, который синтезировал доктор, вроде бы он синтетического свойства, где он, вверху, понятно, кислохиноки, но вот он третьим слоем абсолютно неизвестно, непонятно. Некоторые исследователи даже пытались распилить, но добирались до этого слоя, но из чего он так и не узнавали, Сергей. Вот такая вот загадочность и легендарность. Криптонит не иначе. Ну, говорят, что там еще есть слой карбона, да? Говорят, но мы ж не видим. Мы не видим. Вот, цена этого основания колеблется от 100 до 150 долларов, да, на разных источниках. То есть нельзя назвать его недорогим. Недорогим не назовешь. Да. Сергей, ты думал, ты почему бы назвал Гераклом или Геркулесом? Давай Геркулес, мне больше нравится. Ну, Геркулес, наверное, совершать подвиги, наверное, с этим основанием легче. Что мы потестируем? Сейчас мы наклеим шипы, потому что именно в ревью этого основания сказано, что именно на шипах, антиспинах, вы ощутите то, что никогда не ощущали, и я хочу это попробовать. Направо я поставлю Торнадо Extreme в толщине 2,2, символизирующий короткий шип, а это есть короткий шип, и посмотрю, как им бить, как им там начинать, что им делать. А налево же поставлю без губки Ox Viper, длинный шип, которым как раз попробую, реально ли управлять, и так ли прав доктор, когда рекламирует и говорит, что это произведение искусства и шедевр. Ну, а затем попробуем поставить гладкие, будет интересно посмотреть. Какие первые можно отметить нюансы? Что хочется отметить? Тут сразу, Сергей, бросается в глаза, наверное, не то, бросается в руки, в ощущение, как бы чувствуешь мяч, он задерживается на какие-то доли секунды на основании, и ты можешь его направлять. Ну посмотри, с какой легкостью я наносил удары, ну особо там не напрягался, в мантуле у тебя со всей силы и попадал. Вот. И чем интересно, я поставил короткие шипы, вот, для того, чтобы как раз те, кто играет разными видами коротких шипов, ну вспомни там и киллеры, софты, вот это Торнадо Extreme, но есть разные виды и там у других фирм, поняли, подходит ли это основание или нет. И знаешь, вот первое впечатление, сейчас мы попробуем по подрезке и по контратаке поделаем. Первое впечатление, но они такое ощущение, что созданы. Все, короткие шипы, бьешь, прямолинейный такой вылет мяча. Еще обратил внимание, что он как-то падает. На блоках, да, на блоках. Причем, блоки я ничего, просто ставил ракетку, не добавлял, и слева комфортно просто держал, попадал с полулета. Действительно, ведь Торнадо Extreme создают эффекты, но в целом нельзя сказать, противные там шипы или они дают там. А здесь мяч нырял. Ты поставил, я видел, были проблемы, тебе приходилось подсаживаться, оценивать мяч. И тем интереснее, это в контратаке, давай посмотрим. Интересное впечатление, что как будто бы чем сильнее вы делаете, тем больше попадаете. Часто звучали эти слова, как дубашить, метелить и так далее. Да, конечно, приятное вооружение. Ты знаешь, может он и есть, но Джан Джин, такой игрок Сингапура, справа играет шипами короткими. И вот он в похожем стиле, все, что направо, он просто новых может бьет и попадает. Я все думаю, как он делает. А, наверное, у него это основание, ты знаешь, потому что, как бы я не бил, вообще не надо ничего подкручивать. Сразу выбирай, конечно, оценивай мяч, бей. И довольно так плотно летит, Сергей. Я вижу, как пару синяков тебе набил даже. Какой вывод? Даже такой маленький, коротенький, короткие шипы. Отсюда это, допустим, средние атакующие. Просто великолепно ставят на это основание. И если хотите испытать вот такой тотальный контроль над мячом, с удовольствием наносить удары, то Геркулес попробуйте, кстати. Сейчас давай попробуем длинный шип, будет, можно ли им управлять. Смотрим. Давно я не играл по длинным шипам. Это было очень непросто. Это
заслуга основания или это просто я плохо играю? Ты знаешь, Сергей, вот эта маленькая такая задержка на этом основании, она позволяет мне просто чувствовать мяч. И ты видел, я и укорачивал, и давал еле вылетающий. Ключевой момент при обороне длинным шипом – это или укоротить подсетку, или дать еле вылетающий. Получить слабый топ соперника, который вы можете перевести, или контратаковать, там, перекрутить ракетку, или зайти справа. Или получить срезку, по которой как бы там толкнете мяч, или сразу же завершите там плоским ударом справа. Ну, целый стиль вырисовывается. И я скажу, что я разные основания пробовал, действительно, довольно комфортно получается. И длинными шипами просто делаешь. И, Сергей, давай сейчас попробуем, хотя я не защитник, для того, чтобы проверить мою теорию, потому что я так хорошо делал, мне кажется, я запросто смогу с дальней зоны подрезать. Давай проверим. Интересно. Пробуем. Да. Я не защитник, я дальше метр от стола никогда не отходил, а здесь без проблем. Пилишь, небольшая техника, конечно, вдруг тебя загнали в дальнюю зону, что делать? Ну и много таких игроков, действительно, которые любят и длинными накатывать, и уходить как бы в защиту. Да, рвать темп, то есть, допустим, соперник уже привык где-то к игре у стола, ты отошел, поддержал пару очков, затем вернулся и уже ход матча можешь поменять. Ну и что еще хотел бы, Сергей, давай покажем удары длинными шипами, это тоже особое как бы для гурмана удовольствие. Смотрите. Сергей, хочется в конце обобщить, да, я был в восхищении от игры короткими шипами, длинными тоже, и короткие. Вот ты понимаешь, мы вначале с тобой, размышляли, что же там доктор добавил такого секретного, что он скрывает, какой слой. Вот. Может быть, этот слой дает такой эффект, что мяч задерживается, видишь, легко начинать, бить и защищаться. Поэтому то, что написал доктор в своем ревью, насчет того, что антиспины, длинные шипы просто великолепно звучат, играют, для кого как на этом основании, это правда. Теперь мне интересно, как с моими обычными докладками это основание будет сочетаться. Можно ли играть именно нападение в классический теннис? Сергей, как тебе Геркулес? Вообще интересный персонаж, мне еще мама в детстве читала мифы. Я имею в виду основание, конечно. Так, что могу сказать, очень интересная чувствительность, это раз. И хочется, вы знаете, как-то все-таки отойти от стола. Почему? И как-то замахнуться и так хорошенько вложиться в мяч. Насладиться, ты хочешь насладиться ударом, потому что хорошая чувствительность, хочется отойти, поддержать. Не знаю, мне комфортнее, может быть, это субъективное какое-то мнение, все-таки очень контрольное основание, действительно. Мне гладкий, мне понравилось играть, но я думаю, что для таких комбинационных подач. Сергей, ты как бы все попадал, с чем это вызвано? Обычно ты как бы мажешь, а тут... Просто очень высокий контроль, и поэтому как бы такие элементы, как начало подрезки и перекруты, очень легко играть. А ты ощутил вот этот эффект, который, я говорил, я играл с шипами, это же все субъективно, понимаешь? Вот ты говоришь чувствительность, я говорю чувствительность, я уверен, что для нас это разное, что мяч вот как чуть-чуть задерживается, да, и как вот ты его ощущаешь и направляешь. Да, вот именно за счет этого и достигается этот эффект. Производитель заявляет, что вес основания 79, 85, вот в таких пределах. В целом это средний вес основания, 82, 83. Очень качественно сделано, помимо запаха новогоднего, еще так обточено. Вот берешь, ничего не трет, здорово, качественно сделано. И это считается дорогим основанием, и оно выглядит дорогим и кажется дорогим. Сергей, что твои впечатления? Как ты раскроешь нюансы этого основания? Я могу сказать, его характеризует несколько слов: контроль, чувство и секрет. А я добавлю такой, знаешь, агрессивный контроль. То есть потому что, ты сам видел, каким можно атаковать и при этом контролировать такой вот агрессивный контроль. Шипы. Шипы идеально звучат на нем. Все-таки доктор Неба разрабатывает прежде всего основания для шипов, но Сергей поиграл. Спит на шипах. Может и спит на шипах, но это действительно так. То есть и короткие, и длинные шипы очень хорошо на этом основании сидят, очень хорошая чувствительность, переводы, укороты длинными шипами, контратаки, все замечательно. Но мне понравилось то, что Сергей взял, и как бы ты не можешь выразить это словами, но все попадаешь.
На этом мы прощаемся, дорогие друзья. До новых встреч. С вами были Сергей Барановский. И Максим Черепнин.